Всех приветствую, меня зовут Ева, и сегодня я покажу, как сделать подснежники или пролески. Из картона я вырезала шаблоны деталей будущего цветочка. Шаблоны ищите по ссылке в описании к этому видео. На белый фоамиран переводим вот такие длинные лепестки в количестве 3 штук. Также нужно перенести на фоамиран вот такие детали, похожие на сердечки, также в количестве 3 штук. Вырезаем все лепестки. А из зеленого фоамирана вырезаем лист подснежника. Прикладываем длинные лепестки по очереди к разогретой подошве утюга. Они немного подплавятся и примут изогнутую форму. А маленькие лепестки тонируем сверху в зеленый цвет. Для этого влажной поролоновой губкой проходимся по поверхности сухой пастели зеленого цвета, а затем тонируем лепестки с двух сторон. Эти лепестки также подплавливаем на разогретой подошве утюга. Не забываем про зеленый листочек, его тоже прикладываем к утюгу, а затем выправляем пальцами. Откусываем кусачками от флористической проволоки отрезок длиной около 14 см. От желтого фоамирана отрезаем небольшую полоску, подплавливаем ее края на утюге и приклеиваем к кончику проволоки. После чего тычинку нагреваем на утюге и приминаем пинцетом. Тычинку, к слову, можно тонировать оранжевой пастелью. Первыми приклеиваем по кругу маленькие лепесточки к проволоке, похожие на сердечки. А поверх них фиксируем длинные лепестки так, чтобы они перекрывали стыки маленьких лепестков. После чего вырезаем полукруг из зеленого фоамирана, подплавливаем его на утюге и приклеиваем снизу бутона, полукруглой частью кверху. Излишки отрезаем и приклеиваем кончик. Далее на стебле клеим лист. Подгибаем ножку, бутоны подснежника наклонены вниз. Все зеленые части подснежника можно слегка тонировать в желтый цвет. Для этого влажной губкой проходимся по поверхности желтой пастели и оттеняем цветок. Свои подснежники я посажу вот в такую емкость. Вообще хотела приобрести миниатюрное ведерко, как в моем видео с подарками на 8 марта, но в садовом магазине они закончились, а больше я их нигде не нашла. Баночку крашу в белый цвет, затем внутри укладываю пенопласт. В этот пенопласт устанавливаю свои подснежники.
пенопласт прикрываю кусочками коры. Ее можно приобрести в магазинах для творчества. А сверху присыпаю чешуйками от вот такой шишки. А если есть рассыпчатый искусственный снег, то можно добавить и его. Вот это и есть подснежники. Вообще у меня подснежники ассоциируются непременно со сказкой «12 месяцев», но также мне очень нравится одна французская легенда про подснежники. Их там называют снежными колокольчиками. Согласно легенде, богиня Флора пригласила все цветы на бал-маскарад. Снег тоже захотел попасть на праздник и стал просить цветы спрятать его под своим нарядом. Но все цветы испугались холода, и только белый подснежник решился спрятать снег под своей накидкой и втайне провести его на карнавал. Так снег и подснежник подружились, и с тех пор снег укрывает подснежник от холода. Вообще я планирую задействовать эти подснежники в нескольких композициях, так что до новых встреч в следующих видео. Берегите себя и своих близких.